Всем привет! Сегодня мы поговорим об одном очень интересном городе Ликийского союза, сакральном городе Литаоне. Город мало посещаемый туристами, потому что он им кажется скучным. Но все это потому, что они не знают истории его создания, почему этот город там появился и какую функцию он выполнял. Давайте я расскажу вам вкратце предысторию образования этого города. Согласно легенде, богиня Лето, когда-то она служила на Олимпе кем-то типа Фрейлины, нимфой. Ну и глаз на нее положил наш любвеобильный Зевс. Видимо, в открытую изменять жене Геры Зевс как-то постеснялся и прикинулся перепелкой, ну и вступил в связь с этой девицей. Причем старина Зевс такие кунштюки выкидывал и прежде. Вот, например, он прикинулся однажды лебедем и в таком виде соблазнил жену спартанского царя Тиндарея Леду, от которой потом родились Елена Прекрасная Троянская и герой Полидевка. В результате своей греховной связи с перепелкой богиня Лето забеременела, а жена Зевса Гера прознала об этом, вздула ее хорошенько и погнала, куда глаза глядят. Гоняла она юную проказницу долго, пока не загнала ее на остров Делос, где она благополучно родила двух близнецов. Пока она рожала Аполлона и Артемиду, Гера, видимо, разбиралась с Зевсом, но опять вспомнила о ней и погнала ее уже с острова Делос. Убоявшись ее гнева и побоев, Лето переплыла море и вышла на берег в районе Ксанфа, где ее встретили волки и проводили ее к источнику, чтобы она могла умыться и умыть детей. Возле источника ее встретили пастухи, которые, в общем-то, не хотели ссориться с Герой, и они сказали ей, чтобы она шла отсюда по добру, по здорову и не будет есть здесь ни воды, ни пищи. Но тут Лето вспомнила, что она все-таки богиня, психанула и превратила этих пастухов в лягушек, взяла их за задние ноги и шмякнула об камни, а потом бросила в воду и велела отсидеть там до скончания веков. Из-за волков эта местность стала называться Ликей, что в переводе означает волчья, а народ, населявший ее, ликийцами. Вот такая вот причина была для создания на этом месте священного храмового комплекса. А в водоеме на территории этого города до сих пор масса лягушек. И чуть позже вы его увидите. Теперь, когда мы узнали мифологическую базу этого места, давайте приступим к его осмотру. Сразу возле входа находится амфитеатр. Причем амфитеатр этот удивительный, и больше нигде я подобного ничего не встречал. Но об этом чуточку позже, а пока давайте посмотрим, что тут накопали археологи и структуру заноса. То есть пойдем по обычной схеме. Как вы, наверное, заметили, стена выполнена по полигональной технике. И вот как она выглядит, когда она не обветрена временем. Действительно очень красиво. Все это сохранилось в первозданном цвете известняка, потому что было закрыто вот этим глиняным наносом. Полигональная стена явно вторична и пристроена к античной стене более раннего и более технологичного производства. Я уже второй раз наблюдаю вторичность полигональной стены и прихожу к выводу, что такие стены строили македонцы, когда завоевали это место и пытались его восстановить. Теперь давайте посмотрим занос вблизи. Он несколько отличается от привычных нам и виденных раньше. Этот занос не такой мощный, он поздний, так как в нем плинфа и в нем отсутствуют остатки костей. А это свидетельствует о том, что здесь не было постоянных жилищ людей, и плотность населения была низкая. То есть люди приходили сюда время от времени по каким-то особым случаям и праздникам. Амфитеатр явно не использовался для гладиаторских боев, так как, смотрите, первая VIP-ложа, бизнес-класса, так скажем, сиденья, они находятся прямо на одном уровне с верхом арены. Пол, который уже почти откопали, он находится где-то в сантиметрах в 70 от этого края. Обратите внимание, что между креслами и краем арены была канализация. Скорее всего, это ливневка. И вы вскоре поймете, почему она там находилась. Кресла сохранились не все, конечно, но которые сохранились просто в великолепном состоянии. Они
были полированными, на каких-то были еще какие-то вспомогательные механизмы, видимо, крепились для инвалидов, что ли. Вот. И я попробовал, как обычно на каждом амфитеатре делаю, присесть и примериться. Ну, здесь под ногами оказался слой глины, и мне пришлось вернуться назад, чтобы сесть уже точно, чтобы ноги стояли на известняке, на базе. И я присел, и оказалось, что вполне под мой рост 1,76 м. Немножко не достает, значит средний рост где-то они считали 1,70 м. Это рост современного человека. У меня немного неплотно прилегала область колена к поверхности сидения. Кресла были отполированы, ну не знаю, то ли задницами или спинами, то ли их так уже делали. Видно даже, как они блестят. Ну и продвигаясь дальше по рядам, я наконец понял то, что не укладывалось у меня в подсознание и беспокоило меня во время всего осмотра. Вы не поверите, но почти весь амфитеатр вырублен в цельном куске горы. Это невероятно, но это факт. Хотя, поразмыслив позже, я понял, что в принципе это очень грамотное и практичное решение. Не надо рубить стандартные тяжеленные блоки, не надо их откуда-то тащить и громоздить на гору, на высоту друг на друга. И не надо их скреплять между собой бронзовыми скобами. А уж античным умельцам было абсолютно все равно, где рубить блоки, на месте, вырезать их из скалы или вырубать их где-то в отдалении. В любом случае они делали это, не особо напрягаясь. Где вырубить ровно было невозможно, мешали трещины или кусок скалы откалывался, они попросту вырезали это место под стандартный блок и потом его вставляли. И он выглядел слитно вместе со всеми, вот как вот в этом месте, видите? Ближе к краям и кверху уже склон горы не позволял вырубать монолитно, и они уже собрали его из отдельных блоков, которые упирались вот в эту замечательную подпорную стену со специальными замками. Особенно отчетливо и ясно видно, что амфитеатр вырублен в монолите, видно на фотографиях сверху. Глядя на это, как-то не по себе становится от такого объема работы и от точности выполнения этой работы. И этим и объясняется великолепная сохранность амфитеатра. Блоки съехали только по краям, где уже кончался монолит скалы, и блоки были собраны как в обычных амфитеатрах. Вот такой вот сейсмоустойчивый монолитный амфитеатр в Литауне. Наружные стены амфитеатра выполнены из мегалитных многотонных блоков, прекрасно друг к другу подогнанных и очевидно скрепленных между собой скобами. Исполнение идеально, с фасочкой, с нулевым зазором, все как мы любим. Стены от всяких землетрясений разошлись минимально, и вот кое-где иногда видно, что боковые стенки у этих блоков, в общем-то, обработаны достаточно грубо, но оно там и не требовалось какой-то такой точности. Главное основание и верх. Но особого внимания, конечно, заслуживают угловые блоки, потому что они являются силовыми, и вот их размеры я там показываю, что некоторые идут в каждую сторону, уходят по 3 метра, некоторые 2 на 3. В общем, они идут вот вперехлёст друг с другом, и что обеспечивает, в общем-то, максимальную устойчивость при землетрясениях. И что интересно, углы выстояли, выдержали все землетрясения на протяжении 2500 лет, а вот блоки амфитеатра вот в районе этих углов и выше их, они все скатились вниз. Вход в амфитеатр выполнен сбоку. Такие решения тоже встречаются. То есть зрители выходили прямо между рядами и расходились кому выше, кому ниже. Исполнение арки также великолепная, классическая античка с идеально пригнанными многотонными блоками с идеальной формой. Нагруженная сверху арка является мощнейшей и очень прочной архитектурной конструкцией, позволяющей выдерживать колоссальные нагрузки.
Сохранился и пол под аркой, причем пол явно родной, он видно, что соотносится с высотой арки и шириной, и отполирован тысячами ног людей, заходивших сюда смотреть различные представления. Ну и теперь давайте отправимся смотреть уже мраморные изделия Литаона, его 3 знаменитых храма и священное болото с заколдованными пастухами. По дороге обнаружились 2 большие обширные выкладки из каменных блоков с интересными следами крепления друг к другу. Как написано на указателях, это оказывается стеновые блоки и все, что осталось от этих 3 античных храмов, и которые на самом деле собирается восстанавливать Министерство культуры и туризма Турции, что меня очень и очень обрадовало. Хотя мистер Чарльз Фэллоус здесь также успел в 19 веке приложить свои вороватые ручки и вывез все, что можно было вывести. И уже даже в наше время здесь раскопками занимались французы. Тут даже где-то есть памятная их табличка. Соответственно, увидеть здесь что-либо ценное, высокохудожественное уже нельзя. Единственная мозаика, которая сохранилась, и та находится в музее Фетхие, а здесь увидим ее вполне достойную копию. А вот обратите внимание, как выглядят угловые стеновые блоки. Это как раз те самые конструкции, которые обеспечивают сейсмическую устойчивость всего здания. Вдали лежат сохранившиеся барабанные колонны. Вообще посмотрите, сколько много здесь материала строительного уцелевшего. И я надеюсь, что с восстановлением зданий все пойдет как надо. Ну и по дороге я опять не смог не остановиться и пройти мимо следов моего любимого инструмента. Недавно я посмотрел видео одного скульптора, в котором он отчетливо показал, как он работает инструментами и какими. Так вот, если крупные, вот которые ниже, следы, я вынужден признать, что они оставлены зубчатым скальпелем, то вот эти мелкие с 10-15 зубчиками на сантиметр никак не могли быть оставлены чем-то подобным. Скульптор как раз там и жаловался, что даже зубцы из карбида вольфрама очень часто крошатся и выламываются от обычного мрамора. И он там показывает эти испорченные инструменты, и где зубья толщиной от 3 до 4 мм. А здесь зубчики толщиной с металл консервной банки. Ссылку на его видео я оставлю в описании, чтобы вы сами убедились в этом. Далее я смотрел выкладку архитравов и фризов. Ну что сказать, работа богатая, вполне достойная, но все же уровень несколько похуже будет, чем в перге. Хотя имеются и ниточки в бусинах, и перемычки. В общем, все сделано как надо. Давайте просто под музыку полюбуемся этой красотой. Вот такая вот красота античная. Двигаемся дальше.
И выходим к очень интересной выкладке стеновых блоков, которые вот здесь показаны, как они раньше стояли. И давайте посмотрим, как изготавливались они. Внизу современный блок, изготовленный реставраторами. И вот эта вот боковая часть ни в какое сравнение не идет с верхней. Она неровная, сделана вручную, бугристая. Вот это прекрасно сделано, она просверлена коронкой, а вот это вот и вот это, как говорят в Одессе, две большие разницы. То есть современный мастер позорно не может обеспечить такой качественный рез камня в труднодоступном месте, как это делали античные ремесленники. Даже стенки канилюр при помощи машин они не смогли сделать такой же толщины. С другой стороны, все точно так же. День и ночь. Причем внутри древней канилюры видны продольные сплошные бороздки, следы инструмента, которым их вырезали или потом впоследствии шлифовали. Но нигде нет следов ударной техники, и качество такое, что с этих канилюр можно стрелять. Далее идет набор капителей ионического ордена, причем они такой угловой формы и имеют на себе орнамент в виде чешуек, которые мы в изобилии можем наблюдать на колоннах храма Аполлона в Дидимах. Фантастическая проработка деталей, причем если учесть, что эти капители находились на высоте как минимум 10 метров, и разглядеть все это было довольно-таки затруднительно. А ведь даже выполнение разметки под такое великолепное произведение искусства требует огромное количество времени, математических знаний, не говоря уже о том, как это изготовить. И, видимо, здесь была целая группа таких вот полуколонн, и они формировали стену какого-то из этих храмов. Также здесь мы видим фризы с символами. Ну, лотос лотосом, а вот это вот символ быка. Тоже, кстати, популярный в то время. Мы его запомним и потом расскажем о нем в фильме будущем про символы и кресты. И вот мы выходим наконец к настоящим жемчужинам этого места, трем храмам. Храму Лета, храму Артемиды и храму Аполлона. И мы начнем наш осмотр именно с него. Сразу бросаются в глаза даже издалека массивные фундаментные многотонные блоки. Здесь на углу мы видим французскую метку от археологов. Ну так вот, давайте посмотрим, как идеально ровно выпилены и установлены эти блоки весом каждый по 7-8 тонн. Здесь идеальная поверхность, идеальная вертикаль и идеальная горизонталь. И обратите внимание, сохранилась метка для установки стеновых блоков. Причем метка это не вырезанная, а она выпуклая. То есть, чтобы ее сделать, нужно легко и непринужденно срезать верхний слой толщиной 5 мм всех блоков, расположенных по периметру здания. То есть то, что они не воспользовались обычным углем или даже гвоздем, свидетельствует о том, что делать это было очень просто и быстро. Как и большинство античных сооружений, фундаментные каменные блоки часто бывают интегрированы в скальное основание. Этот метод описывал еще Витрувий в своих сочинениях об архитектуре. Задняя сторона храма выполнена точно так же качественно, также с идеальной поверхностью и боковой и верхней, идеально выстроенные блоки, и что в эту сторону, что в ту идет фасочка между блоками, также идеально ровная. Ну и сами блоки подогнаны друг другу с нулевым зазором. Туда не то что лезвие просунуть, там такое ощущение, что они уже срослись от времени. Вот посмотрите сами на эту невероятную точность подгонки. В общем, все, что можно было здесь подогнать в 3 измерениях, здесь все подогнано просто идеально.
Сейчас я вам покажу интереснейшую вещь. Как можно в скале сделать заплатку. Видимо, при резьбе этой скалы вывалился кусок большой, а стена должна была остаться ровной, чтобы перед ней поставить подпорную. И вот тут они вырубили новый кусок, потому что старый воткнуть без раствора нельзя, а время было безрастворно, и сделали из него заплатку. Вот он стоял вот на этих замках и опирался на дно. Просто дальше там его размыло или при землетрясении он выпал. А так вот они вышли из положения. Римляне бы не заморачивались и тупо заложили бы камушками до плинфой на растворе. А здесь мой любимый античный перфекционизм во всей своей красе. И обратите внимание, какая ровная площадка под подпорную стену, ну или под облицовку. Ну и наконец пришло время полюбоваться единственным цветовым пятном на этом сером-белом фоне во всем Литаоне. Это вот эта знаменитая мозаика. Так как храм Аполлона, здесь изображены его символы. То есть лук с колчаном и лира. Это точная копия, а сама мозаика расположена в археологическом музее Фетхии. Просто удивительно, как она еще не оказалась в Британском музее или в Лувре. Аполлон считался вначале богом стрелков из лука, а также он считался лучшим в мире игроком на лире. Опровергнуть этот факт никто не рисковал, так как однажды он содрал шкуру живьем с сатира по имени Марсий и приделал ослиные уши беспристрастному судье царю Мидасу, которому больше понравилась игра Марсия. То есть скрытое послание через миф. Никогда и ни в чем не пытайся тягаться с богами. Судьи все равно присвоят победу им, а с тебя живьем сдерут шкуру. А смеющим сомневаться приделают ослиные уши, чтобы лучше слушали музыку. А пальцем я показываю интересные выемки в стенах первичного храма. Историки заявляют, что это типа место под бревна, так как храм вначале был деревянный. В эти пазы, скорее всего, вставлялись вертикальные плиты, которые мы увидим на храме Артемиды чуть позже. Как вы заметили, вот эта перегородка смотрится весьма здесь чужеродно, и скорее всего ее здесь поставили археологи, так как вот здесь идет продолжение того древнего храма. Причем он даже стоит чуть-чуть наискось, и уже потом мощный храм был возведен вокруг него. Вот посмотрите, как это выглядит на съемках сверху. Наш храм крайне слева, и вот в нижней его части, видите, разрезанный пополам древний фундамент, внутри верхней части которого находится наша мозаика. А теперь посмотрите на это. Это храм Аполлона в Дидимах, и внутри его стоит такой же древний небольшой храм, который также немного повернут в сторону. Вы скажете случайность, но что-то я мало верю в случайности от людей, которые строили вот так, которые смогли соблюсти параллельность и строгую перпендикулярность всех линий фундаментов и всех линий стен, строго вертикально установить колонны, строго параллельно установить все три здания и на одинаковом расстоянии друг от друга. Поверьте, все это сделано с точностью до 1 мм. Ну уж точно это никакая не случайность. Тут, видимо, что-то связано с астрономией, и за ответом на этот вопрос нужно обращаться к астроархеологам. Также очень интересно, что в действующем храме находилось между стенами древнего храма и нового храма. Здесь вот мы видим куски скалы торчащие. И вот такое встречается во многих древних храмах. И у меня такое ощущение, что вообще сами храмы, они выглядели несколько иначе, чем мы привыкли себе представлять. Судя по всему, они представляли собой не помещение с каким-то шикарным убранством, статуями богов, как нам говорят историки, всякими драпировками, чудесами из золота и серебра, а они представляли собой такой как бы навес, что ли, каменный над какими-то древними священными местами. И, как правило, это выступающие из земли монолитные куски каких-то древних скал. В этом случае здесь собраны куски бывших стен древнего храма, и под ними не видно, есть там эти скалы или нет. Но эти священные скалы сохранились немного в стороне, в другом месте. Если мы перейдем к другой стороне, то вот они во всей красе. Между двумя стенами они здесь
как лежали с момента образования, так до сих пор и лежат. И тут еще есть одна интересная вещь, которую пытались раскопать археологи, но, видимо, они не стали из безопасности, да или руки не дошли. То есть здесь явно следы стандартного античного подземелья. Просто они его или закопали и не стали откапывать. Ждет свое время. Но оно там стопроцентно есть. Это античный стандарт. Но давайте поворотим свой взор в сторону храма Артемиды. И что же мы видим? Вуаля! Храм вокруг камней. Давайте-ка рассмотрим это со всех сторон. Вот так вот это выглядит. Причем скалы серьезные. Но если можно сказать, что вот этот булыжник притащили, то вот здесь вот полностью монолит. Причем в нем еще сделано какое-то углубление наподобие какого-то бассейна, что ли. Или это раньше был источник. И вот внутри еще кусок древней стены, опять же. А вот здесь вот, ну она засыпана грунтом, чаша. Ну какая-то чаша, может здесь и был источник. А вот слева стоят 3 как раз вертикальных блока, или даже 4. Это как раз то, о чем я говорил на храме Аполлона. Там пазы, скорее всего, в древнем храме были как раз вот такие вот блоки, которые формировали стену. Также здесь вот сохранилось очень много скоб железных, которые стягивали между собой плиты стереобата. Такое количество их объясняется, видимо, тем, что при раскопках сняли верхние плиты и остались вот эти видны. Потому что вот эти верхние, которые здесь еще на месте, в них скобы давным-давно выдернуты. Еще в древние времена. А нижние они не смогли поднять. Поэтому здесь вот их очень много. И вот здесь я снова не упускаю возможности восхититься перфекционизмом и идеальным восхитительным мастерством древних камнетесов. И вот тут еще хочу вам показать одну такую технику, которую использовали при заливке этих скоб свинцом. А так как свинец уменьшается после заливки в объеме, то его после заливки кернили и этим самым уплотняли всю эту конструкцию. Ну а мы давайте перейдем к храму Матушки Лета. Это классическое античное сооружение, выполненное в ионическом ордере размером 32 метра на 16. За ионический орден говорит наличие стилобата, 2 стереобатов, которые такие с характерными фасочками, и внизу расположенный утинерий. Его отчетливо видно на фото. Ступени, как всегда в античке, конского размера по 45 сантиметров высотой. Причем, в отличие от других сохранившихся античных сооружений подобного типа, эти ступеньки нигде не располовинили, как это делали впоследствии в том же Дидимайоне. Сохранился оригинальный пол, причем на полу кое-где есть рисунки. Вот здесь, наверное, или в бутылочку собирались играть, или витрувианского человека рисовать. Ну и давайте посмотрим, что же там внутри этого помещения. Ну и тут масса сюрпризов буквально с порога. А порог 4 на 1,20 м на 50 сантиметров. И он явно доантичный, более ранний. И как я уже не раз показывал в своих фильмах, дверные проемы и пороги всегда использовались при строительстве более поздних сооружений. Их, как и фундамент, всегда старались сохранить, видимо, чтобы обеспечить преемственность поклонения. То есть этот порожек весил примерно 6,5 тонн. Ну и не буду вас томить, давайте заглянем в наос, то есть в основную часть этого строения. И что мы видим? Мы видим полное отсутствие ступеней вниз, видим старый фундамент, видим остатки еще более древнего сооружения внутри, то есть так же как в остальных храмах, но в основном все внутреннее пространство занято выступающими из земли древними скалами. Ну давайте попробуем спуститься, как это делали в древности по вот этим небольшим приступкам в углу, так как ступенек не было предусмотрено, и осмотримся внутри. Опять вот видим в центре мощный скальный выход, а здесь стену древнего храма использовали для создания опистодомуса. Опистодомус — это самая дальняя часть этих античных сооружений. А внутри
те же скалы. Вы, наверное, заметили, что я старательно избегаю употребления слова «храм», и я объясню почему. Ну вот не тянут эти сооружения на наше стандартное понимание храма. Где скульптуры богов? Где ниши в стенах, как это обычно делается? Где алтарь? Ничего нет. Просто огороженные скалы. Даже без лестницы, чтобы к ним спуститься. Посмотрите. Сбоку вот навалены скалы опять же, и с бочком-бочком надо спрыгивать, или спускаться. Из украшений присутствуют только полуколонны вдоль стен. Даже постаментов нет, хотя вокруг их навалом. Для каких-то императоров, почетных граждан, которые, по идее, и рядом с богами стоять не должны. Ну понятно, что самих статуй нет, их англичане или французы могли упереть. Но постаменты они нигде не тронули. Все подчеркнуто строго, без излишеств, без всякой почетной резьбы и различных символов. Это очень напоминает классический музей. Посмотрите сами. Нигде нет ничего, чтобы напоминало о каком-то культе. И еще меня буквально потрясли следы на самом древнем фундаменте. Посмотрите, обычно мы привыкли видеть их радиальными, а здесь они практически все параллельны. И сказать, что это делали зубилом, ну как-то не поворачивается язык. Ну какой смысл делать вот такие вот параллельные бороздки? Во времена постройки этого фундамента люди как-то не заморачивались особенностями обработки камня. Вот внизу прямо четко видно, что была ударная техника. Сверху также долбили кайлом как могли. Ну или, как считают антропогенезники, диоритовыми шарами. Хотел бы также добрым словом помянуть реставраторов, которые очень аккуратно, красиво и с уважением, прямо сказать, они восстановили частично внутренний облик этого строения. Все очень тонко, много не пересобирали. Очень много осталось на своих местах. Это видно вот по этим зазорам, которых практически нет. При перекладывании и пересборке таких зазоров бы однозначно уже не осталось. В общем, сделано все на редкость профессионально и со вкусом. И вот обратите внимание еще на одну вещь. Видите прорези? Они точно такие же, как на храме Аполлона. Что туда вставляли? То есть версия археологов про какие-то бревна уже явно отпадает, судя по форме. Ну а нам пришло время уже отправляться знакомиться с заколдованными пастухами. С трудом выбравшись наружу, я снова обращаю внимание на большое количество сохранившихся скоб, стягивающих между собой плиты стилобата. Это очень странно, так как в темные века, пытаясь хоть чуть-чуть добыть себе немного металла, не гнушались даже разбивания стен. Кстати, на храме Лето есть точно такие же следы на стенах, где вынимали скобы. Хотя, судя по белизне плит, это все, скорее всего, было скрыто под слоем посткатастрофного заноса. Ну и вот, в подтверждение моих слов о странности того, что внутри нет никаких постаментов, перед входом стоит постамент под памятник какому-то там почетному дарителю денег на храм, что видно по остаткам надписи на лицевой стороне. Спустившись вниз, я хотел снова обратить ваше внимание на идеальную ровность линий, но здесь явный выгиб, видимо образовавшийся при падении колонн. Постамент какому-то дядьке действительно впечатляет своими размерами. Это 1 метр на 1,5 и на 2 в высоту. То есть это полноценных 8 тонн. Весь постамент покрыт длиннющей надписью, где говорится, что тут стояла статуя императора Трояна и перечисляются все его мыслимые и немыслимые заслуги. И вдоль вот этой сакральной дороги таких монументов было много. Прочитав то, что написано на этом стенде, я чуть не получил вывих мозга и долго смеялся. Тут на голубом глазу проводится датировка по методу извлечения из болота утопленной статуи, на которой было написано «Адриан». Поэтому, чтобы сильно не нервничать, я не буду вам все переводить. Фотография
в высоком разрешении, и вы можете самостоятельно это сделать с помощью Google переводчика. Из всего, что там написано, более-менее вменяем второй абзац, в котором археологи недвусмысленно признают, что этот источник уже был священным еще в архаичные времена, еще до того, как к нему прибежала богиня Лето со своими будущими беспредельщиками. Если вы всерьез ознакомитесь с подвигами в кавычках ее детей, то вы поймете, что я говорю так не зря. Прогулявшись вдоль этой так называемой сакральной дороги, отчетливо понимаешь, что это никакая не сакральная дорога, а дорога тщеславия, так как все камни, используемые в виде постаментов, испещрены кривыми римскими буквами, восхваляющими ту или иную персону. Однако болото действительно знатное, и это просто рай для заколдованных лето пастухов. Как, в общем-то, правдиво было отмечено в стенде, здесь присутствует полное смешение эпох и стилей. В дальнем углу вон там мы видим македонскую полигоналку. Некоторые части сделаны из идеальных античных блоков. Правая часть крыльев бассейна пересекает византийская мусорная кладка на растворе. А вот правое крыло полукруглого бассейна сложено еще из архаичной кладки, до полигональной. Наличие в этом месте поклонения другим богам, похожим, подтверждают и исторические находки. Самая ранняя находка датируется вторым тысячелетием до нашей эры. На этом месте поклонялись своим богиням и лувийцы, и арамейцы, и ликийцы, и греки, и римляне. Все отметились. Перечислять имена этих богинь не вижу смысла, так как на всех стендах они указаны разные. Но то, что было именно так, свидетельствует именно вот это разнообразие построек и разнообразие культур. Место однозначно было священное, и ему поклонялись начиная с 20 века до нашей эры, то есть на протяжении уже более 4000 лет, пока христианство не положило конец всем этим языческим верованиям. Хотя, возможно, это тоже было почтение к чему-то священному, которое, в общем-то, не расходилось с понятиями самого христианства. Хотя и не могу себе предположить, что там могло быть общего. Тем не менее, я обещал вам показать точно такую же священную скалу внутри Византийской церкви. И это место находится в 700 километрах от Литаона. Это Киликия и ее древний город Елаусаль-Себаста. То есть получается, византийские церкви 6-7 века ни там, ни здесь не имели никаких проблем с язычеством и с какими-то сакральными местами. То есть сакральность этих скал не подвергалась сомнению никакой из религий. А может, это был страх? В Литаоне точно так же в непосредственной близости от этого находится большая византийская базилика, что говорит о довольно большом приходе. То есть можно сделать вывод, что существовала какая-то вера, какое-то верование, которое боялись обижать все, и которому все, явно или неявно, тайно или открыто, все равно поклонялись. И это древняя память о чем-то таком мощном и страшном, что вытравить его сразу из людской памяти было просто невозможно. Это же подтверждают и факты, приведенные мной в предыдущем фильме, про одинаковые похоронные ритуалы разных народов на протяжении тысяч лет. Не тяжелая ли память о предыдущей расе, которую люди называли богами? А эти скалы и камни и похоронные ритуалы были как-то связаны с ними. И все эти мифы разных времен и народов отчетливо показывают звериную сущность этих богов, их абсолютное пренебрежение людьми и страшную жестокость. Причем их дикие поступки распространяются и на себе подобных. И может быть поэтому, когда они покинули землю в результате катастрофы, и возникло христианство с добрым Богом, с одним, но добрым. Человечество просто устало от этих безжалостных и аморальных персонажей, и может быть поэтому с таким увлечением громило храмы, посвященные им. Но даже громя храмы, они продолжали бояться и тайно пытались искупить свою вину. Так, на всякий случай. И длилось это несколько веков. Вот такие вот мысли посещали меня, пока я бродил по этим удивительным развалинам. Ну и я в конце покажу вам тот самый источник,
возле которого происходили все эти довольно невеселые приключения богини Лета и ее детей Аполлона и Артемиды. Вот под этой аркой, под этим искусственным гротом и бьет тот самый источник, где недалекие пастухи попробовали запретить богине испить воды. На этом месте самое время поставить лайк и подписаться, так как впереди ждет еще масса интересного. Надеюсь, вы убедились, что верить тем, кто говорит, что в Литаоне нет ничего интересного, не стоит. Просто на каждые руины нужно идти немного подготовленным. И тогда там можно бродить и удивляться бесконечно. У меня еще осталась масса материала, которая не вписалась в контекст этого видео. Поэтому я, скорее всего, выложу это в записях или в шортсах. Там тоже будет много интересных моментов. Поэтому смотрите, не пожалеете. С вами был канал «Своими глазами». До скорой встречи!